Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада видеть вас на канале Наталья Ривер. Неделя моды, Париж, дождь. Серое хмурое небо. На этом фоне локация для модного шоу Живанши оказалась уютным светлым оазисом стиля и красоты. Белое, почти стерильное пространство студии бренда с камерной атмосферой. Мягкий свет, будто в зале свечи зажгли, а не прожекторы. Зрители расположились так близко, словно пришли на приватный концерт. Никаких пышных декораций, никаких отвлекающих деталей, только ткань и движение. Все внимание к крою и жесту. Здесь, в Театре высокого портновского мастерства и фэшн-искусства, Сара Бёртон представляет для именитого французского дома коллекцию «Весна-лето 2026», ставшую, по сути, продолжением ее первой дебютной работы на посту креативного директора Живанши. Сегодня дизайнер снова говорит с нами о женственности. Только не о той, которую привыкли сдерживать корсетами и массивными плечами, а о той, что свободно дышит, живет и, главное, не извиняется за себя. Это не просто линейка модных образов на весну. Это манифест женщины, которая не прячется за одеждой. Она подвижная, гибкая, чувственная, свободная. Порой даже кажется, что любое платье само ощущает ее настроение. Главная тема коллекции – сильная женственность. Но как показать, как выразить женскую силу и власть, не прибегая к мужским атрибутам, к маскулинному гардеробу? И дизайнер находит ответ. В тканях, в тонких изгибах, в четко очерченных линиях силуэта, в изящных вырезах, которые не скрывают, а украшают. Бёртон не делает женщину уязвимой, она делает уязвимость источником силы. Ирония в том, что чем меньше ткани, тем больше достоинства. Ведь крой подчинен телу, а не каркасу. Каждый наряд, каждая деталь, каждый сантиметр этой коллекции говорит «Я знаю, кто я». Вот она, сильная женственность без брони. Она не в остром лацкане, а в изгибе бедра, не в структуре жакета, а в том, как он небрежно сползает с плеча, обнажая ключицу. Характер кроется в формах, он заключен в силуэте. А платья, топы, юбки, боди, костюмы не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы чувствовать и принимать себя настоящую. Сара Бёртон не просто хороший модельер. Она портной по сути, по философии, по мастерству. Ее творческая работа была чистой и ясной. Даже всем нам знакомые базовые вещи она превращает в модный шедевр. Будь то черная мини с фигурным вырезом, боди с округлыми рукавами, платье-жакет с необработанным краем, юбки, больше похожие на спонтанно обмотанный вокруг бедер отрез ткани, короткое платье-комбинация из тяжелого атласа. Или вроде бы обычная офисная белая рубашка, но с увеличенным воротом, ставшим элегантной рамкой для ожерелья. Каждый образ – целая история про зрелость, про достоинство и уверенность, которая не нуждается в доказательствах. Отдельной строкой отмечу роскошные кожаные луки. В них дизайнер заключила утонченное чувство соблазна. Если, мои дорогие, вам вдруг захочется чего-нибудь этакого с дьявольщинкой, то следующей весной ваш выбор, без сомнения, Живанши. От платьев с глубоким декольте или с открытыми плечами, где лиф плавно перетекает в эффектно завязанный узел-бант на руке, до черной кожаной юбки с карманами в дуэте с дерзким и смелым бюстгальтером пуш-ап. После прохода по сцене модели в этом комплекте, казалось, температура в зале повысилась на несколько градусов. Не меньшее внимание публики получили полупрозрачные вещи из сетки, платья с оборками из французского тюля. Очень эффектно смотрелись версии с пышной бахромой, похожей на мех. Особенно удивил в финале показа мятный с огромными белыми розами наряд, где шелковые нити бахромы будто танцевали в такт каждому шагу. А вот на обуви подобный декор понравился далеко не всем. В фаворитах же оказались босоножки с Т-образной застежкой, мюли на тонком высоком каблуке, украшенные бантом, и туфли-балетки из лакированной кожи и с квадратным мысом. В основе цветовой палитры коллекции глубокий черный и чистый белый. Дуэт, который одновременно прекрасен и строг, как вечерний наряд на фоне зимнего пейзажа, где черный, словно тень опыта, белый – свет новых взглядов. Их союз помог еще ярче звучать эмоциональному красному, романтическому розовому, нежному сливочно-желтому, очаровательному персиковому, чувственному бордовому. И вот что удивительно, каким бы ни был наряд в представленном сегодня гардеробе Живанши, на подиуме вы все равно видите девушку, женщину,
а не костюм или платье. Пожалуй, в этом и кроется магия Сары Бёртон, где одежда становится продолжением характера, а не заменой личности. Никакой напыщенности, никакой истерики в погоне за трендами. Просто женщина, ткань и движение. 3 элемента, которых в сущности и достаточно, чтобы мода жила. Приятного просмотра, мои дорогие! Какие из модных образов вы бы примерили прямо сейчас? Что готовы выбрать из стильных аксессуаров? С интересом жду ваше мнение в комментариях. Всем красоты и совершенства, тепла в душе и только позитивного, солнечного настроения!